Слава Украине, привет всем от Полонского. Сегодня Трамп будет разговаривать с Путиным, и кто-то видит в этом возможность для того, чтобы было перемирие, чтобы война, ну, по крайней мере, как-то фактически кончилась, а потом уже что-то как-то будут договариваться. Но лично я вижу в этом очень большую опасность. Да, я тоже хочу, чтобы война закончилась. И, в принципе, будь Трамп нормальным человеком, то я бы был только рад тому, что они сейчас с Путиным будут разговаривать. Ну, но все мы знаем, что такое Трамп, что единственное, что его волнует в этой жизни, это деньги, да, а все остальное вообще, ну, это либо из разряда малозначительного, либо из разряда такого, что ему вообще по барабану. Вот, конечно же, ему по барабану, я уже говорил об этом, всякие там потери и так далее, о чем он там пищит каждый раз из всех утюгов, это все его мало интересует. Вот если вы заметили, он вчера, когда сообщал о том, что будут переговоры с Пуйлом, он говорил, что будет обсуждаться Украина и правильная экономика. Я об этом уже рассказывал, то есть там газ его интересует и так далее. И вот тут существует самая большая опасность. Поверьте мне, что Трамп сдаст кого угодно. Если он увидит деньги, какую там Украину, он Израиль продаст. Продаст, купит. Еще раз продаст, еще 15 раз купит и 23 раза продаст. Без вопросов, несмотря на то, что он Украину он ненавидит, он всегда как бы в этом расписывался. Ну, не буквально, но мы же все слышим и умеем читать после, знаете, жития в СССР, жития. В СССР мы умеем прекрасно читать между строк, да, того, что написано. Понятное дело, что он нас, ну, мягко говоря, не любит. Вот, а по крайней мере Израилю он расписывался в любви. Но он и их сдаст. Вот даже не сомневайтесь. Если будет где-то копейка, то не вопрос. Вообще не вопрос. Вот. И вот тут самая большая опасность для нас. Путин может предложить, и об этом, кстати, пишет CNN. Да. CNN пишет открытым текстом, что есть очень большая вероятность того, что сегодня Путин предложит Трампу некие бизнес-предложения, от которых тот просто не сможет отказаться в силу своей ограниченности ума и жадности. И тогда он просто-напросто продаст Украину Путину. Может такое быть? Вот, ребята, честно и откровенно. Да запросто. Запросто. И тогда Трамп, он наплюет на всех партнеров в Европе, он и так с ними уже перегыркался со всеми, да? И будет давить на Украину. Ну, слава богу, что от Трампа мы уже, от Америки мы сейчас уже не зависим, как бы очень сильно в военном плане. Ну, дополучаем, я уже говорил об этом. Дополучаем, возможно, то, что там еще от Байдена не доехало. Но это и все, собственно говоря. Какой-то существенной помощи со стороны США нет. Вот. В отличие от других стран, от которых мы, да, зависим. Например, от Австралии нам передала только что 49 танков «Абрамс». Ну хорошо, хоть дали им возможность, а то дали им разрешение передать Украине эти танки. И это хорошо. Потому что танки же американские. Вот. В Австралии они, кстати, простояли без дела. Ну, с кем воюет Австралия? Ну, ни с кем. Простояли в ангарах, может, участвовали вот за те годы, что они там простояли в ангаре, практически не использовались. Но по времени они списаны. Все, они новые. Вот так вот. Так что хотя бы здесь, да. Но еще раз возвращаясь к нашим баранам, да, чтобы опасность в том, что Путин, возможно, предложит, я думаю, точно будет предлагать Трампу такие вот финансовые какие-то перспективы на России, при условии, что Трамп просто продаст Украину. Именно поэтому, по этой причине, что они не доверяют Трампу, вчера еще звонили Макрон, Стармер. Ну, Стармер от имени всех звонил. Стармер, Мелони, Италия и Мерц, Германия, звонили одним голосом, так сказать, Трампу с тем, чтобы предупредить его о путинской лжи, о том, что Путин на каждом слове пытается обмануть, что Путин убийца, что с Путиным может быть разговор только с позиции силы. Вот. И, собственно говоря, что с Путиным надо разговаривать крайне жестко. А если нет, значит все, санкциями обложить настоящими, а не вот этими, когда вы там дутые санкции, которые никто не проверяет. Исполнение которых никто не проверяет. Обложить так, чтобы у него экономика
посыпалась к чертовой матери. А то, что она посыпется, и то, что он там на последнем издыхании, это однозначно. Посмотрите, сейчас вот эта ее там Эльвира Наибуллина, она сейчас подает уже в отставку, уже написала заяву. Почему? Потому что дальше спасать рубль, у нее уже не осталось инструментов. Что еще можно предпринять, чтобы спасти их этот долбанный, этот гребаный деревянный фубль? И дальше там начнутся, ну, скажем так, крайне опасные для существования самого государства ихнего экономические процессы, в которых эта самая Наибуллина участвовать уже не хочет. Вот, хочет, чтобы все это завалилось не при ней, а при том, кто придет после нее. Вот. Но вы же поймите Трамп же, он патологически, парадоксально жаден. Если ему сейчас показать конфету, сказать, вот, мальчиш, плохиш тебе, банка с вареньем и печеньем, это коробка с печеньем, продай родину прямо сейчас. Думаете, не продаст? Вот так вот. Вот, поэтому действительно существует очень большая опасность того, что они будут там обсуждать вместо того, чтобы вместо нажима на Россию, как делать нажим другой на Украину. Именно поэтому 4 лидера стран Европы звонили туда, в Вашингтон, чтобы, значит, каким-то образом на него подействовать. Но вы же поймите еще один момент. Трамп хочет прослыть великим миротворцем, да? Что он остановил войну. Скормить американской вате любой вариант мира, они не знают, где та Украина находится. Что там, кто кому уступает, им вообще наплевать. Им главное, чтобы в магазинах хорошая, да, пивас был вот по нормальной цене, да, чтобы рыба к нему была нормальная, джин был по хорошую цену и виски, чтобы упиться и упасть где-то там под стол или проспаться, да. Вот что им главное. А какая-то там Украина, что-то там где-то, Россия какая-то, да чихать на них. Вот, и на каких там условиях. Он скажет, что он миротворец великий. Он, ну да, миротворец, ну так посмотрите, что он красивый какой, и шевелюра какая. Ну разве может быть с такой шевелюрой и не миротворец? Конечно, миротворец. Вот, то есть ему нужно что-то скормить вате, показать свой успех. Он же у нас великий, успешный, вы в курсе, да? Он великий победитель Мексики, завоеватель Панамы, завоеватель Гренландии, да? Ага. Переможник Японии и так далее, да? То есть, где он еще не отметился? Великий бюзинесмен ближневосточный и так далее, да? Вот эти все пролеты, и самолетовладелец катарский, да. Вот эти все пролеты жуткие, он же выдает как победы. И американская вата это хавает. Конечно, те, кто там голосует за Демпартию, или просто те, у кого есть какое-то образование, или там кто колледж какой-то кончил там, да, но те, конечно, видят, что это булшит, это черти что, это вообще ерунда какая-то. Вот. Но неграмотным людям, а за Трампа, сами понимаете, кто там голосовал, вот. Все хорошо, все красиво, Панаму победили, Канаду, туда их качель, да, всех победили, Путина в попу поцеловали 43 раза, все, сплошная победа, да, у Трампа, конечно. Вот, и ему нужно скормить очередную, так сказать, победу своему вот этому лахтарату. И поэтому существует, конечно же, опасность того, что они с Путиным вместе договорятся о какой-то гадости в отношении Украины. И Трамп начнет давить на Украину. Но еще раз говорю, слава богу, что на сегодняшний день вот с такими мыслями Трамп один, в одиночку, да. И даже посмотрите, даже американский Сенат, где большинство республиканцев подготовил на случай провала переговоров с Путиным, значит, закон о 500% этих тарифах в отношении тех, кто будет покупать российскую нефть. Будут ли они это голосовать? Хороший вопрос, потому что против Трампа они все равно все боятся. Это Линдсей Грэм этот закон подготовил, но он тот еще хамелеон. Он может тоже объявить, что Трамп уже победил, что теперь Украина виновата во всем и так далее, и так далее. Вот, то есть, ну а для нас существуют, естественно, красные линии, абсолютно понятно, это вступление в ЕС, вступление в НАТО. То есть мы можем вступать в любые союзы, которые мы посчитаем за необходимым. Мы никогда в жизни не признаем ни одного сантиметра квадратного нашей территории фашистского рейха. Никогда. То есть пускай даже не мечтают о Крыме. И так далее. Вот. Есть вещи, которые мы никогда не примем.
Ну и вот тут на нас могут давить. Вы же прекрасно понимаете, что для Трампа наши опасения абсолютно ничего не значат, ему вообще на всех плевать. Вот. И тут есть, да, я не говорю, что так именно произойдет, но с определенной долей вероятности можно сказать, что такая вероятность существует.